знаете, как это было снято? Нет? Тогда рассказываю. Фотоаппарат был установлен на электронный стабилизатор Nebula 4000. Эта вещь не первая в своем роде. Трехосевые электронные стабилизаторы уже несколько лет завоевывают любовь операторов по всему миру, но столь компактный экземпляр пока что единственный на рынке. Сам стабилизатор легкий, всего 800 грамм, при этом полезного груза на себя он может брать до килограмма. Да, это незначительное ограничение пока оставляет владельцев тяжелых зеркалок в стороне, но владельцы без зеркалок могут ликовать. Так, как эта штука работает? В выключенном состоянии камера свободно болтается на подвесе, но когда мы его включаем, проходит пара секунд и камера занимает горизонтальное положение. Теперь за ее состоянием следят электронные гироскопы и акселерометры. Двигатели не дают ей наклоняться в сторону. У стабилизатора есть 3 режима работы. Первый. Камера плавно вращается вверх-вниз, влево-вправо. Второй. Вращение только по горизонтали. И третий. Камера вообще не вращается. То есть вокруг нее можно ходить, бегать, рукоять можно вращать как угодно, но направление камеры не изменится. Одно из основных достоинств этого стабилизатора в том, что управлять им может почти кто угодно. Если для работы с механическим стадикамом нужен большой опыт и крепкие руки, то здесь все работает само собой. Можно попросить подержать камеру любого своего знакомого. Но что еще более важно лично для меня, это невероятно простая возможность снимать гиперлапсы. Как это было раньше? Оператору нужно было выбрать траекторию движения, поставить камеру на штатив, сделать кадр. После этого переставить штатив на полшага вперед, сделать еще кадр, опять переставить, и так 100, 200, 500 и более раз. Это очень утомляет, трудоемкий, сложный процесс, который требует большой концентрации внимания. Но теперь есть Nebula 4000. Все, что вам нужно, это просто включить стабилизатор, поставить 3-й режим, направить камеру куда нужно и неспешно пройтись. Вы можете в это время разговаривать с прохожими, друзьями, с кем угодно. Можете не следить за тем, что снимает камера, она все сделает за вас. Она прекрасно стабилизирует, и самое главное, вам не нужно после этого ничего стабилизировать на компьютере. Все будет уже хорошо. Это просто фантастика. У меня этот стабилизатор всего неделю, очень хочется верить, что он сможет заменить и стадикам, экран, и штатив, станет универсальным средством для всего, но и у него есть свои недостатки. Во-первых, вы лишаетесь доступа к кнопкам управления на камере. Тут может помочь возможность управления камерой по Wi-Fi, но я лично пока с этим не экспериментировал. Во-вторых, несъемная батарея, которую, по словам производителя, хватает на 2-3 часа. Но у меня зимой на морозе с тяжелым GH4 аккумулятор садился за час с небольшим. Надеюсь, в будущих моделях батарею сделают съемной. В-третьих, иногда при ударах камера начинает жестко колбасить так, что она уже не может вернуться в спокойное состояние. Стабилизатор приходится выключать и включать заново. В ненужный момент это может сильно подвести. В-четвертых, это и плюс и минус, работу стабилизатора можно подстроить, но нужно экспериментировать со значениями, долго разбираться со всеми параметрами в программе. Я пока до этого этапа не дошел, может быть, там все и просто. Кстати, у меня почему-то на длинных проходах в 3-м режиме камера все равно очень медленно, но поворачивается. Я сперва воспринял это как баг, а потом понял, что это очень крутая фича для гиперлапсов. Нужно будет только разобраться, как этим параметром можно управлять.
Короткого названия для подобного рода девайсов я пока не встречал, поэтому по-русски предлагаю назвать их стабик, как стедик, по аналогии со стедикамом. Возлагаю на эту игрушку большие надежды. В скором времени небывалый ажиотаж подстегнет и других производителей на создание чего-то подобного, и, возможно, более универсального. Ну, а я пока пойду готовиться к летнему сезону, когда облачка для гиперлапсов станут покрасивее. Меня зовут Петр Стерликов, ссылка на блог в описании, там об этом и многом другом чуть подробнее.